Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие красивые ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Пеликан и крючок номер 1,25. Вязание мотива начинаем с начальной петли. Далее набираем цепочку из 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая воздушная петля. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Тем самым нашу цепочку мы сомкнули в кольцо. Вяжем одну воздушную петлю подъема и в колечко провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Снова в кольцо провязываем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. В колечко провязываем столбик без накида. Еще 5 воздушных петель, 3, 4, 5, в колечко столбик без накида. 5 воздушных петель, в кольцо вяжем столбик без накида. Мы провязали 4 вот таких вот арки из 5 воздушных петель. Вяжем еще одну 5 воздушных петель, 3, 4, 5, столбик без накида, колечко. Нам нужно связать еще одну такую же арочку, но мы разделим ее на 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Вот таким вот образом. Вот что у нас получилось. Получилось как бы 6 вот таких вот арочек из 5 воздушных петель, но последнюю арку мы разделили на вот эти вот пополам. Она у нас получается выход в центре арки. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и под эту же арочку, вот под столбик с одним накидом, мы вяжем столбик без накида. Далее провязываем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Под следующую арку вяжем столбик без накида. Снова повторяем 3, 4, 5 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. Довязываем до конца этот ряд точно так же, как мы вязали в начале. Вот по 5 воздушных петель делаем арочки, и под арки предыдущего ряда мы вяжем столбики без накида. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Вот что у нас получилось. Далее вяжем соединительный столбик под арочку из 5 воздушных петель. Вот таким образом. Далее 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Под эту же арку вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. И под эту же арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Под следующую арочку из 5 воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый.
3 воздушные петли. И под эту же арку провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Далее повторяем под следующую арочку, вяжем точно так же 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. И под эту же арку 4 столбика с одним накидом. И четвертый столбик. Вот что у нас получается. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арочку провязали 4 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. В конце ряда вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема в начале ряда. Далее вершинку следующего столбика предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющий столбик с одним накидом. И в вершину следующего столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Снова делаем накид на крючок и в вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Делаем накид на крючок, вводим крючок под арку, протягиваем рабочую нить, провязываем столбик не до конца, снова делаем накид, вводим крючок под арку, захватываем рабочую нить, провязываем столбик не до конца, накид на крючок, под арочку, протягиваем рабочую нить и провязываем третий столбик с одним накидом, тоже его не довязываем. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И под эту же арку из 3 воздушных петель вяжем еще точно такой же элемент из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик не заканчиваем, второй столбик не довязываем и третий столбик тоже не довязан. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. 5 воздушных петель, накид. Теперь смотрим, вот у нас столбики с одним накидом, под одной аркой их 4 и под второй их 4, как бы они разделены до следующей арочки из 3 воздушных петель. Мы вяжем вершины столбиков по одному в каждую вершинку, по одному столбику с одним накидом. Вот первый столбик с одним накидом. Далее в следующую вершину вяжем второй столбик с одним накидом. И в следующую вершинку провязываем третий столбик с одним накидом. Далее делаем накид на крючок, пропускаем 2 вершины столбиков предыдущего ряда. И в третью провязываем столбик с одним накидом. Вот таким вот образом. В следующую вершину вяжем столбик с одним накидом. И в следующую вершинку столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. То есть у нас было по 4 столбика в нижнем ряду, теперь стало по 3 столбика, и они вот здесь соединяются, между ними 2 столбика предыдущего ряда, 2 вершины столбиков. Далее вяжем 5 воздушных петель, 4, 5. И снова под арку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй, третий. 5 воздушных петель. И под эту же арку вяжем еще 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй, третий. Провязываем вместе 5 воздушных петель. Снова у нас вот столбики. Вяжем в
первую вершинку столбиков предыдущего ряда, столбик с одним накидом, в следующую вершину провязываем столбик с одним накидом и в следующую вершину вяжем столбик с одним накидом. Провязали 3 столбика с одним накидом, снова делаем накид на крючок, пропускаем первый столбик, второй, вот следующие 2 столбика и в следующий вяжем столбик с одним накидом. В следующий провязываем столбик с одним накидом и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Вот под последнюю арку из 3 воздушных петель провязали 2 элемента из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Далее вот сюда вот в первый, второй, третий столбик будем вязать по одному столбику с одним накидом. Первый, второй и третий. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой в единое полотно. Вот я уже соединила между собой 6 мотивов. И теперь вот в это место я хочу присоединить следующий мотив. Мотивчик будет присоединяться по 3 сторонам, так как у меня 3 соседних мотива будет к нему. Вот первый, второй и третий мотив. Соответственно, вот первая сторона присоединения, вторая и третья. Мотивы между собой соединяются за вот эти арки из 5 воздушных петель. То есть одна сторона – это вот эта центральная арочка из этих 3. Вот первое место присоединения, второе, третье и 4 место присоединения. Начинаем присоединяться от центральной арки из 5 воздушных петель. Итак, я вяжу следующий мотив. Вот я провязала первые вот эти 2 элемента из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Далее вот второй такой же вот уголочек как бы. И вяжу третий уголок. Провязала 3 столбика под арку, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее у меня идет арочка из 5 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли. Вытягиваю крючок из петельки и нахожу свое первое место присоединения. Это вот эта арка. Беру мотивы. Ввожу крючок в центральную воздушную петлю на этой арочке, захватываю петлю мотивчика, который вяжу, протягиваю и заканчиваю свою арку. Вяжу еще 2 воздушные петли. Под эту же арочку продолжаем вязать мотив, под эту же арку вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее у нас снова арка из 5 воздушных петель. Вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из петли, находим наше следующее место присоединения на соседнем мотиве. Вот эта арочка. Мы вводим крючок в центральную воздушную петлю, протягиваем петельку мотива, который вяжем, довязываем свою арку из 5 воздушных петель. Я провязываю 2 воздушные петли. Далее у меня идут вот здесь 3 столбика с одним накидом в вершину столбиков предыдущего ряда. Первый столбик. Вяжу свой мотив, как обычно я вязала основной мотив. И третий столбик. Далее пропускаем вершину 2 столбиков и вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Пять воздушных петель, но этой аркой мы тоже присоединяемся. Вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок, находим на соседнем мотивчике противоположную арочку. Вот ее видно. Вводим крючок, присоединяемся, довязываем арку, вяжем 2 воздушные петли. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной.
Снова арочка из 5 воздушных петель. Вяжем 2 воздушные петли. Вытягиваем крючок. Находим наше следующее место присоединения. Оно находится вот как раз в уголке. Здесь уже соединены 2 арки из 5 воздушных петель 2 мотивов. По центру мы вводим крючок, присоединяемся петелькой, довязываем арочку, вяжем 2 воздушные петли и под эту же арку продолжаем вязать мотив, вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот по одной стороне мы с вами уже присоединились. Далее у нас снова арка из 5 воздушных петель. Вяжем 2 воздушные петли. Смотрим на мотивы. Начинаем присоединяться по второй стороне. Вот наша арочка. Присоединяемся к ней. Довязываем 2 воздушные петли. Далее у нас 3 столбика с одним накидом, вершины столбиков предыдущего ряда. Первый столбик, второй и третий столбик. Пропускаем 2 вершины столбика, вяжем еще 3 столбика с одним накидом, вершины столбиков предыдущего ряда. Далее арка из 5 воздушных петель. 2 воздушные петли вяжем. Смотрим на наши мотивчики. Вот следующее место присоединения. Присоединяемся сюда. Довязываем еще 2 воздушные петли. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Снова арочка из 5 воздушных петель. Вяжем 2 воздушные петли. Снова место присоединения у нас за вот эти 2 арки, которые уже соединены между собой от 2 мотивов. Вводим крючок в центральную, вот так по центру. Присоединяемся. Вяжем 2 воздушные петли. И под арку из 3 воздушных петель вяжем еще 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Провязали. Снова 2 воздушные петли. У нас следующая арочка. Мы присоединились уже с вами по второй стороне. Переходим на присоединение по третьей стороне. Вот, провязали 2 воздушные петли. Следующее место присоединения это вот эта вот арочка. Присоединяемся к ней в центральную воздушную петлю. Вяжем еще 2 воздушные петли. Теперь вяжем 3 столбика с одним накидом вершины столбиков предыдущего ряда. Первый столбик, второй столбик с одним накидом и третий столбик предыдущего ряда. Пропускаем 2 вершины, вяжем еще 3 столбика с одним накидом в столбике предыдущего ряда. Далее у нас арка из 5 воздушных петель, 2 воздушные петли провязываем. Смотрим следующее место присоединения. Вот эта арочка. Присоединяемся к ней. Вяжем 2 воздушные петли. Под арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 2 воздушные петли. И это наше последнее место присоединения по третьей стороне. Вот сейчас мы провязали 2 воздушные петли. Находим вот эту вот центральную арочку из 3. Вводим крючок в центральную воздушную петлю, присоединяемся, довязываем арку, вяжем 2 воздушные петли. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 5 воздушных петель. Тут уже присоединения нет, поэтому вяжем полную арку. И вяжем в конце ряда вот еще 3 столбика с одним накидом вершины столбиков предыдущего ряда.
Заканчиваем ряд, провязав соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот таким образом мы с вами присоединили один мотив к уже соединенным между собой мотивам. Вот таким образом выглядят места их соединения. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.